Привет, мой дорогой друг, сегодня мы познакомимся с историей «Бэтмен. Готэм в газовом свете», пишет ныне почивший Брайан Августин, а рисует небезызвестный Майк Миньола, создатель Хеллбоя. События происходят на Земле-19, ранее известная как Земля 1889. Ну что, пора начинать. Меня зовут Мортом. Приятного просмотра. Меня зовут Джек. По крайней мере, так я назвал себя в письме и открытке для Центрального агентства новостей. В письме Комитет бдительности Уайтчепела в адресе отправителя я написал «из ада». Я послал им половину почки и написал, что зажарил и съел вторую половину. Подпись уже не была нужна. Весь Лондон, весь мир знал мое имя. Между 31 августа и 9 ноября 1888 года я перерезал горло 5 женщинам, и это не все, что я покромсал. 4 умерли быстро на улицах, 2 из них той же ночью в течение часа. 5-ю я зарезал в ее же комнате, и это было самое приятное время. Имейте в виду, что повсюду были полицейские и детективы Скотланд-Ярда. Весь город высматривал меня, 4 миллиона пар глаз напряженно вглядывались в тень. Но после 5-го убийства я растворился в тенях, и они так и не нашли меня. Все, что у них было, прозвище, которое я им прислал, как выпотрошил леди. Некоторые говорили, что я врач, студент-медик, мясник со скотобойни. Возможно, сапожник, что ловко обращается с ножом. Они с подозрением относились к акушеркам, имеющим возможность, не привлекая внимания, ходить по трущобам. По той же причине многие подозревали полицейских. Другие думали, что я адвокат по имени Друид, российский секретный агент. Янки, ведь в письмах есть американский сленг. Убийца доктор Нейл Крим и даже личный врач королевы Виктории сэр Уильям Галл. Сама королева выдвигала теорию об иностранных матросах. Заблуждение. Смертельное заблуждение. Я обманул весь Лондон. Я бы обманул их где угодно, даже в Готэме, если бы выбрал этот город. Бэтмен? Да, я знаю имя. И, возможно, скоро появится повод вспомнить вашего покорного слугу. Искренне ваш, Джек Потрошитель. Флэшбэк на много лет назад от основных событий. Я помню Луну. Холодный раздутый шар, безразлично взирающий, как мы едем внизу. Помню, как улыбались мои родители, вспоминая один эпизод, приключившийся этим вечером в городе. Они так счастливы. Как быстро все может измениться. Мы видим некую пару, которая сталкивается с мужчиной с 2 револьверами. Он просит отдать драгоценности. Мой отец пытается сопротивляться. Неудачно. Резкий грохот заполняет воздух. В нем пропадает все. Он забирает моего отца и мою мать. Грохот. Ужасающее пламя. Я должен быть следующим, я уверен, но следующими стали летучие мыши. И да, это очередная версия смерти родителей Брюса Уэйна, но в этот раз в 19 веке. К слову, именно поэтому события происходят на Земле 19. Вена, 1889 год. Оказывается, что эти события Брюс пересказывал доктору Зигмунду Фрейду. И здесь не зря подчеркивается, что это не просто воспоминания, а конкретно сны. Одна из его первых работ так и называлась «Толкование сновидений», но датирована она 1900 годом, а вот сама идея появилась в 1895 году. Весьма занятная монография, в рамках которой впервые был введен термин «бессознательное». К тому же основа всей теории состояла в том, что сны — это код, это шифр, который еще следует разгадать. Об этом и сам Брюс говорит, мол, мой сон — это никакой не код, не головоломка из символов, а лишь прозаичное повторение прошлого. Тем не менее, мы могли бы подумать, что так Брюс решает свои проблемы детства, но по факту доктор Фрейд в данном случае является его наставником. И да, на этом они друг с другом прощаются. Уэйн подмечает, что да, ему есть чему поучиться,
но он все равно был хорошим студентом, этого уже достаточно. На что Фрейд отмечает, что его друг, лондонский детектив, сказал ему то же самое перед своим отъездом, и речь здесь идет про Шерлока Холмса. Тем временем можно подумать, что Брюс отплывает на Титанике. Ввиду уже смещенных фактов по поводу Фрейда, можно подумать, что это он и есть. Либо очень хорошая визуальная отсылка. Более известные образы, как мы все прекрасно знаем, воспринимаются очень и очень хорошо. Далее мы из закадрового рассказа Брюса узнаем, что после смерти родителей через какое-то время он стал путешествовать, упорно тренироваться, учиться, и на это он потратил 15 лет. Его окликает некий мужчина, Джейкоб Пекер, которого Брюс знает и даже называет его дядя Джек. Из диалога мы узнаем, что состояние Уэйнов именно в его руках. Брюс доверил все старому другу семьи. Также Джейкоб подмечает, что на корабле странный набор знаменитостей, а в частности он ссылается на герцога или принца, который связан с неким скандалом. Историческая справка. Речь идет об Альберте Викторе Уэльском, герцоге Кларенса и Эвандейла, который в 1889 попал в скандал, в рамках которого шли слухи о его мужеложстве. Но в рамках истории важно что. Были теории, что настоящим Джеком-потрошителем был именно он. У него, кстати, весьма занятная родословная, и ради этого пришлось чуть покопаться, чтобы разобраться точно. Его отец Эдуард VII, сын королевы Виктории, в честь которой и названа эра, в рамках которой происходят события комикса, то есть викторианская. Судя по родословному дереву, то Альберт Виктор — это брат прадеда нынешнего короля Великобритании Карла III. События переносятся на пару часов вперед. Джейкоб и Брюс находятся уже на мероприятии, в рамках которого Брюс ведет себя весьма как джентльмен, а вот и Джейкоб, напротив, похабно хочет вонзить зубы в это, глядя на девушку, что проходит мимо. К слову, за кадром же это Брюс и подмечает, мол, мистеру Пекеру никогда не стать частью приличного общества из-за его ужасных манер. Сойдя с корабля, Брюс и Джейкоб прощаются, и мастера Уэйна встречает всеми нам знакомый Альфред Пенниворт. Они садятся в повозку, и Брюс едет домой, в поместье Уэйнов. Весьма красивое здание, кстати. По приезде Брюс отказывается от славного ужина и горячей ванны, как говорит сам Альфред. Все, что его интересует, готов ли он. И мы видим костюм Бэтмена. Альфред же подмечает: «Он ждал вас все это время». Голос за кадром вещает: «Готэм просто поражает. Всего за 5 лет он так изменился, как я и представить не мог. Днем он наполнен новыми запахами, звуками, движением жизни, но ночью это темное место. Это мое место». Мы же переносимся к инспектору Гордону. Брюс решает навестить старого знакомого. Судя по встрече Джима, возможно, они даже очень хорошие друзья. Также выясняется, что перед отбытием в Европу Брюс консультировался с Гордоном, и эти советы и рекомендации весьма помогли ему в его путешествии. Далее дружеский диалог чуть омрачается. Джим рассказывает Брюсу о положении дел в городе. Да, Готэм очень сильно разросся, за ним и уровень преступности, грязи, как выражается Гордон. И готэмская полиция едва справляется. Тут же у нас первый взгляд на Джокера этого мира. Веселый вдовец женился на богатых престарелых леди, после отравлял их стряхнином. Десятерых! Попытка убить себя, когда мы его брали. Психопат использовал тот же яд, но яда было недостаточно, и его лицо парализовало. Выглядит счастливым, не правда ли? Готэмская ночь. Голос за кадром продолжает. Готэм похож на перезрелый фрукт. Большой, дурно пахнущий, готовый вот-вот лопнуть. Он похож на Лондон. Огромное, жестокое, безумное чудовище. В воздухе стоит запах коррупции и разложения. Это все, о чем я мечтал. К моему ужасу, она
тоже здесь, повсюду. Издевается, смеется. Мне не сбежать, некуда. Я не оборачиваюсь, а она ждет. Как бы ни маскировалась, я вижу ее. И проклятый смех превосходства. Этот ужасный смех скоро сведет меня с ума. Я должен положить ему конец еще раз, но не сейчас, не при свете дня. Некий склад. Вооруженный человек, за которым появляется темная фигура с ушками, которая его же и вырубает. Внутри же другая часть грабителей собирается взорвать сейф. И в этот момент через окно вырывается монструозная фигура в плаще, которая с лету вырубает одного, второго, третьего, не церемонясь, без лишних слов. Один из оставшихся приставляет пушку к лицу заложника и угрожает убить его, и он просто молча, медленно подходит, нагоняя с каждым шагом на преступника невообразимый ужас. Заложник спасен. Теперь на мушке преступник. «Я сейчас же займусь ими, мистер. Спасибо. Но если вы не против, я хотел бы спросить, кто во имя всех святых вы такой?» И линчеватель исчезает. Молва не заставляет себя долго ждать. На протяжении нескольких недель пресса активно пишет о том, что появилось таинственное существо. Затем же его описали как Бэтмена. После ему стали приписывать террор, что происходит в городе, а затем уже и обвинения в других преступлениях. Почему так? Фоном происходили загадочные убийства, которые легко подвязать под новое появившееся существо. Полиция занимается его поисками. Мы переносимся в поместье Леландов. Это прием в честь уже нам знакомого герцога Кларенса, Альберта Виктора. Особо чего-то занимательного здесь нет, но подмечу пару деталей. Во-первых, Брюс ведет себя как светская дива, скажем так. Он приходит с дамой, даже не зная ее имени. Во-вторых, люди действительно убеждены, что, поймав Бэтмена, поймают и убийцу. Как подмечает один из присутствующих, «Надеюсь, что полиция сможет остановить этого Носферату». Забавно. В-третьих, комиссар дает слово, что пока он во главе полиции, безумцы не будут безнаказанно ходить по улицам города. Здесь напомню, что комиссаром полиции Джеймс Гордон не является. Брюс же исчезает с этого мероприятия. Голос за кадром. «Я нашел ее. Вновь. Я думал, что спасся от ее вездесущего смеха. Сколько раз я вырывал его из ее горла. Но она все так же насмехается надо мной, как и в Лондоне. Ее чертовски сложно убить. Нет, все же это просто и очень приятно. О, да». Здесь же мы понимаем, что голос за кадром Джек — потрошитель. И он тащит труп убитой девушки, оставляя за собой кровавый след. Да, лондонский кошмар повторяется, как гласит подзаголовок газеты Gotham Guardian. Нарисовано прям отменно. Итак, сентябрь. Бэтмен, напоминаю, начал действовать где-то в конце июня, начале июля. Брюса беспокоит, что обычные жители города все еще не понимают, кто он такой и что из себя представляет, а вот для преступников, напротив, все крайне ясно. Страх воплоти. Брюс убежден, что решить этот вопрос можно одним путем – остановить Джека-потрошителя, и Бэтмен предстанет героем в глазах общественности. Уэйна же тем временем искал как комиссар Гордон, так и дядя Джек. Момент размышлений Бэтмена прерывает истошный крик женщины из подворотни, на которую нападает Джек-потрошитель. Брюс не успевает. Девушка мертва. Осталось послание. «Дорогой босс, приветствую Америку. Приветствую Готэм-Сити, улицы которого выложены золотом, но скоро заполнятся кровью. Мой нож остр как никогда, и ни одна профурсетка не будет в безопасности.
Даже если она не возьмет деньжата. Искренне ваш Джек-потрошитель. Инспектору Гордону, Готэм, Мидл-стрит, 12. Безусловно, это послание крайне сильно капает на мозги Гордону, потому что ситуация с Джеком не решается ни на йоту, а лишь усугубляется. В этот момент комиссар Толивер, давя лыбу во все 32, спешит заверить инспектора: убийца найден. И они едут в поместье Уэйнов. Безусловно, они подозревают Брюса, но он заблагорассудно перепрятал свой костюм и все возможные улики, которые бы указывали на него как на местного линчевателя. Комиссар же организовывает обыск поместья. Брюс, как ни в чем не бывало, сидит, завтракает, читает газету, и в этот момент Альфред приводит Гордона и Толивера к нему. Джим в шоке. Брюс не понимает, мол, все же спрятано, ничего нет, но они находят окровавленный нож. 9 октября. Здание суда. Тут же мы знакомимся с местным окружным прокурором Харви Дентом, который за процессию 4 называет Брюса безумным монстром и 2 кровожадным маньяком. 12 октября. Здание суда. Суд продолжается. Пошли лжесвидетельства против Брюса, мол, одна дамочка якобы видела его убегающим с места преступления с ножом в руках и никак иначе. Уэйн надеется, что присяжные не слепы и видят, что дамочка-то заядлый алкоголик. У Брюса появляются сомнения, что полиция вменяема, потому что, кажется, Толивер хочет сделать его козлом отпущения. 15 октября. Здание суда. Толивер придерживается версии полицейского управления. По мнению Брюса, комиссар – глупец, потому что он, очевидно, не видит, что это не просто схожие дела, а вот конкретно одни и те же. Почерк один и тот же, убийца один и тот же. Также говорят, что одной из причин, почему Брюса подозревают, является наличие у Томаса Уэйна медицинского образования, а значит, и его сын очень даже легко мог бы овладеть нужными навыками. 17 октября. Здание суда. Последний день выступления обвинения и защиты. Дент пытался убедить присяжных, что Брюс виновен. Дядя Джек же убежден, что это судебный произвол, не более того. Также, со слов Пекера, это якобы вендетта Толивера. По итогу Брюса признают виновным и приговаривают к повешению. Лечебница Аркхэм. Гордон решает навестить старого друга, и оказывается, что Уэйн просил Джима принести абсолютно все, что у них есть, на Джека-потрошителя, и ему это удается. Гордон стащил у комиссара максимально возможное количество документов, скажем так, жест доброй воли от друга. Оказывается, что Джим не верит, что Брюс является убийцей, поэтому это также послужило причиной, почему он решился помочь. Уэйн же просит старого друга следить за уликами и не терять бдительность. Настоящий убийца все еще на свободе, и он готов нанести удар снова. И мы видим, как очередная дама попадает под прицел Джека-потрошителя. Брюс в своей камере разбирается с уликами. Нам же за кадром поясняют, что происходило в его голове в эти дни. 21 октября. Единственная надежда — найти ответы до тех пор, пока его не повесили. Речь про Брюса, если что. Найти улики, найти преступника, попытаться обставить полицию 2 стран, что не справились. Во-первых, потрошителя надо понять, и Брюс имеет на руках все доступные улики, газетные вырезки, а также несколько старых медицинских статей отца. 23 октября. Мозаика из миллионов кусков. Вот как выглядит дело Джека-потрошителя. Эту мозаику надо разгадать, иначе смерть. 26 октября. Дядя Джек приносит Брюсу новость о том, что апелляцию отклонили. Власти Готэма спешат остановить весь этот хаос и казнить найденного убийцу, чтобы общество было спокойно. 29 октября. Брюс находит уже очевидные факты, что здесь в Лондоне один и тот же человек, и он не понимает, как кто-то вообще мог так ловко его подставить. 30 октября. Ничего. Ничего!
и Брюс кидает анатомический справочник куда подальше. Кажется, будто он уже сходит с ума, и в этот момент выпавшие дагеротипы наставляют его на нужный, верный путь. Путь, что спасет ему жизнь. По поводу дагеротипов, которые он видит, это, скажем так, предтечи фотографий, если кратко. На них запечатлены Томас Уэйн и его медицинское отделение во времена Гражданской войны. Флаг полка совпадает с символом на клейме, что найден на ноже убийцы, а значит, преступник есть на этих дагеротипах. Осталось только понять, кто же это. И до Брюса тут же доходит. Прибывший к нему Альфред узнает, что Уэйн уже готов сбежать, готов действовать, и Бэтмен выходит на охоту на Джека-потрошителя. Я, как мог, пытался не слышать ее смех. Если бы я снова заставил ее замолчать, как раньше, это разрушило бы все дело против Уэйна. Я больше не могу ждать. На рассвете он будет в петле. Когда они ее найдут, Уэйн будет покачиваться на ветру, а я буду далеко-далеко. На этот раз Бэтмен все-таки успевает, и девушка остается в живых. Джек-потрошитель, покоренный своим желанием убивать, наконец-то застигнут врасплох. Он пытается сбежать. Джек петляет по улицам Готэма, моля об укромном месте, где он сможет спрятаться, но укромного места нет. Истинный сын Готэма практически догнал его, но ему удалось ускользнуть. «Беги, беги, тебе не скрыться». Джек угоняет повозку с лошадьми и пытается задавить Бэтмена, но безуспешно. Он устремляется прочь из города, но Брюс на лошади нагоняет его вновь. Прыгнув на повозку и перевернув ее, он наконец-то схватывает Джека-потрошителя, а если быть более точным, Джейкоба Пекера, настоящего убийцу. Теперь осталось узнать мотив. Бэтмен напрямую спрашивает Пекера: «Зачем, Пекер? Зачем ты убил всех этих женщин?» А Джейкоб, словно душевно больной человек, встав на колени, начинает приговаривать, что он просто должен был заставить ее замолчать, заставить ее перестать смеяться. Брюс спрашивает: «Кого?» «Марту Уэйн», — отвечает Пекер. «Марта, во время войны я был помощником доктора, которого звали Томас Уэйн. Когда война закончилась, он попытался ввести меня в высшее общество. Том всегда был щедр. Оплатил медицинский факультет. Когда меня исключили, помог перевестись на юридический. Он говорил, что каждому нужна профессия. И я ничего не хотел. Когда я только закончил первый курс, Том устроил мне отличную практику. Сделал из меня какого-то семейного адвоката. Надменная тварь. У меня было все, чего я мог желать, кроме одного — Марты. Я верил, что она самая невинная, самая чудесная на всем белом свете. У Тома было все, но он ее не заслуживал. Она должна была быть моей, только она! Марта! Когда я признался ей в любви, она посмеялась надо мной. Она отвергла меня, глумилась. Это оскорбило меня, преследовало. Много лет прошло, пока я не понял, что я должен делать. Том был сдержан, как будто ничего не произошло. Он знал, он тоже смеялся. Даже их щенок нашел меня смешным, но ее смех, он был громогласным. Смех и слова, что я недостаточно хорош. Она повторяет это. Каждую ночь повторяет это. Она преследовала меня повсюду, в Европе, в Лондоне, в Уайтчепеле, и смеялась. Даже после того, как я нанял того бедолагу, чтобы наконец-то убить ее. Той ночью ребенок ушел, но я добрался до нее, прежде чем он начал смеяться. Пекер, я не смеюсь.
Джейкоб, безусловно, обескуражен. Брюс же с его же слов собирается Пекера убить за родителей, за тех женщин, за ложное обвинение. Но в этот момент появляется Джим Гордон с отрядом полиции. Брюс, скрывающийся в тени, поясняет Джиму, что вот именно этот человек, сидящий у могилы Уэйнов, Джек-потрошитель, Джейкоб Пекер, он зарезал тех несчастных женщин. Инспектор резонно спрашивает: «Что? Кто ты такой?» На что Бэтмен отвечает: «Это не важно. Вот ваш убийца. Арестуйте его». Пекер, недолго думая, признается во всем. Он начинает описывать даже то, до чего полиция так и никогда не добралась. Также он сообщает, что именно он подставил Брюса Уэйна. Гордон достает оружие и наставляет на Джейкоба. «Я был очень плохим», — говорит Пекер. «Да, точно. Очень плохим. Искренне ваш, Джек-потрошитель». Он прорезает костюм Брюса аккурат на месте символа летучей мыши, раня его. И в этот же момент происходит выстрел. Джим стреляет. И попадает аккурат в голову Джейкоба. Мгновенная смерть. Кровь на фамилии Уэйнов будет извечной, по всей видимости. Как при жизни, так и после смерти. Между Бэтменом и инспектором происходит небольшой диалог, в рамках которого Брюс поясняет Гордону, что теперь Брюс Уэйн действительно невиновен, а улик предостаточно, чтобы закрыть дело и рассказать людям правду. «Инспектор, нам попробовать его задержать?» «Сомневаюсь, что мы сможем. Нет, пусть уходит. К счастью или нет, у Готэма, кажется, появился ангел-хранитель. И храни нас Бог, мне кажется, что он нам понадобится». На этом история «Бэтмен Готэм в газовом свете» кончается, но история «Бэтмена Земли-19» однозначно нет, и мы скоро к ней вернемся. Обязательно следи за анонсами, а еще лучше подписывайся на канал, включая уведомления. Есть группа во ВКонтакте, где я дублирую видео, и также телеграм-канал, где я дублирую видео и также периодически пишу всякие новости. Выбирай удобный способ отслеживать новые видео и подписывайся, если у тебя в этом есть необходимость. Также канал можно поддержать через Donation Alerts, перейдя по QR-коду, который вы видите на экране, а также с помощью Boosty. Все ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр, мой дорогой друг. Пока-пока.